И тем, кто только что к нам подключился и смотрит эту запись на ютубе, повторяю еще раз. Мы смотрим финальный матч. Битва, которая решит исход вообще всего противостояния в данном кубке. Это битва между командами Солнечные Зайчики и Velvet Cats. Каждый тикет на счету, и каждый тикет будет иметь роль в общей финальной таблице. Поэтому данный матч является очень крутым, и, надеюсь, он будет на равных до самого последнего раунда. Что ж, Вейкаланд, первая карта. Всем известным игроком, которые играют как в ванильный Battlefield, так и в Real War. Карта легендарная, если не сказать больше. Она была во всех играх серии Battlefield. И вроде бы как даже в новом, который выпускает 2042, или 2043, я не помню нумерацию, их слишком много. Так вот, вроде бы как тоже обещали добавить со временем. Она известна всем, но не все ее умеют играть хорошо. А в рамках сегодняшнего капа это, конечно же, пехотные сражения 5 на 5. Кто подключился к нам под самый конец, так сказать, турнира, то кратко правило. Играем 5 на 5, но в моде Real War. Если вы любитель ванильного Battlefield, то здесь большое отличие, как и в картах, которые мы на данном стриме не увидим, так и в девайсах. Если выбрать киты, то девайсов у каждого заметно увеличилось. Летит дед вылез, а он такой, пугает. Это его еще прикрутил в 2 раза, надеюсь, теперь уши не взрывает. Вот. Ребят, пока что у нас разминаются, и советую вам все вкусности поднести поближе, так сказать, к мониторам, потому что сейчас будет мясо! Ну, надеемся на это, по крайней мере. Не взрывает, но было пугающе. Ну, хотя бы уже не взрывает. Дед у нас просто разрывной, как бы. Так, что касательно Вейкаланд. Я сказал, что она легендарна, и сказал, что она во всех частях Battlefield, но что главное на ней в рамках пехотного 5 на 5? Во-первых, это, ну, немножко асимметричное расположение флагов. И рельеф, как видите, очень и очень открытый. Некоторые команды видели, даже использовали такие киты, которые не часто увидишь в 5 на 5 соревнованиях, а именно снайперов. И тем не менее, это даже было успешно по каким-то причинам. Всем привет. Хогану особенный. Не хватает еще. Здорово. Остальным соболезную. Поздравляю, кстати, Моня, с победой. Кто не видел, как бы, еще раз повторюсь, можете посмотреть уже, уверен, через... Не знаю, буду говорить через сколько, в ближайшее время на канале Анепы. Все ссылочки на видосики у нас будут, конечно же, в Дискорде Real War. Так, у нас что-то еще. Поздравить команду Safety. А я так мимо проходил. Не знаю ничего. Ты играл, ты победил, поэтому тебя грац. Вот как бы и все. Даров Снэпон. Хотя вот это вот О, которая большая, говорит, что ударение надо было делать на нее. Но на меня попрошу не обижаться, я все никнеймы читаю криво. Так, сообщение лайв не вижу, но в сквад у нас уже люди заходят, вроде бы как
около готовы. Что, по дефолту за USA сторону? Лайв пишет Эльфдроид, зайчики у нас точно готовы. Если коты отвечают, что и они готовы, то мы начинаем. Так, где у нас тут флаг? Начинаем с их главки. Карту увеличил насколько мог. Видно только 2 четвертью флага. Снова Вейк. Да, снова Вейк. В принципе, наверное, это идеальная карта, когда, если говорить про слово пляж и Battlefield 2, то мне в голову приходит именно эта карта. Лучшие пляжи на полях сражений, как говорится. Итак, мы начинаем за командой Velvet Cats наблюдать. Первый раунд первой карты. Поехали. Респ, Art of Rampage и Бискис. Бискис у нас бежит на Beachhead. Наверняка он второй SL у нас по номеркам будет. И на Airfield бежит Rampage. Распаковывает на себя одного человека. И мы потерялись камерой, но снова нашлись. Плюс еще 2 человека на себе. Граната-бол у нас идет под флаг. Ну, ящики довольно надежное укрытие. Аптечки, голова в текстурах. Все мы это знаем. РГДшка сработала на первых же секундах раунда. До этого мы ждали... Когда же кто-то заюзает какие-то вещи из Real War, и вот это происходит буквально на первых секундах поединка. Первые киллы открывают у нас, выбивая многих людей под флагом. Здесь еще большущая перестрелка с множеством ревайвов, но китайцы все-таки забирают Airfield себе. Бичхед остался ничейный. Чуть попозже перенесемся туда. Здесь у нас пока что Кибертрон остается воевать. Убивает у нас зайчика, ну и все, его не вижу. Вот он. О нем знают, его нашли, выписали хэт, не зарегало, гранаты сверху, но Шок с Г-36 добирает своего оппонента. На всякий случай законтролили еще в голову просто так. И пушат дальше у нас солнечные зайчики-то. Пара разменов, но китайцы в плюсах, потому что ревайвы все еще возможны. Проходов мы видим-то от американцев вот это вот. Попрошу обратить внимание. Это... хорошая штука для них. Зайцы у нас пока что об этом ничего не знают. Стараются занять широкий фланг по всему острову. Думают, что никого не пропустили. И хотят тут, ну, выбить пару тикетов как бы из врагов. И, возможно, подпушить и ставить фулкап. Это, в принципе, правильное и хорошее решение. Здесь у нас один человек вот дрался с кем-то. Пропустил этот момент. Но флаг под его контролем, он здесь просто остается на сейв, просто чтобы никого не пропустить. И ребята белят главку. Остается пара американцев у нас выбитых очень далеко. Здесь китайцы уже забегают под флаг, поднимает его уже больше, чем наполовину. Остается 2 человека. Ребята, походу, из котов ждали распаковки сюда, но она просто не смогла произойти. Из-за того, что... флаг забрали. И скидывать СЛ было невозможно. Если я правильно понимаю это. Остается у нас, тем не менее, красавчик. И счет 198-0 потенциально. Еще более реактивный Вейк. Похоже на то. Там было 197 или 196, по-моему. Здесь как бы рекорд побит. Зайчики показывают, что нет. Мы... поборемся за первое место. Сколько там? 400 тикетов разница. 200 уже сравняли. 196 дважды был. Ну вот, посмотрим, удастся ли дважды, но... видят белый флаг. Убивают у нас красавчика со Скара. Маркс Engine. Copy. 198-0. Что ж, посмотрим теперь, как зайцы будут за американскую сторону играть на этой карте. Перемещаемся, все готово. Ищем их главку. Лайв пишет Rampage, сразу же настроенный. Зайдем, ребят. У меня там номерок, походу, неподходящий. Я могу эселить. Не, пожалуй, откажемся. Так.
Ну что ж, если мы сейчас за 20 минут вообще всю игру сыграем, то это будет, наверное, рекорд в мире Battlefield 2. Я не скажу, что коты что-то сделали не так. У них был чудесный проход, но слишком много времени занял, и походу не хватило как бы силы в стрельбе, потому что их продавили. Калаши на дальних дистанциях продавили, не знаю почему, но сделали это. Окей, тактика примерно пока что такая же. Два человека респятся, Эльдроид и Engine. Сразу же начинают Сэмки накидывать одиночки по вот снайперу, который просто бежит до укрытия и... О, хороший килл от Энджина! Таким образом открывает просто доступ к флагу, его здесь никто трогать не будет, и все силы они сконцентрировали на Аэрфилде. На Аэрфилде у нас Доминик уже находится под флагом. 1-1 в лицо, перестрелка. Выигрывает ее, весь чат синий, только Рэмпидж сделал один килл, и то это было гранатой. Ну что-то, зайчики, вообще 0 смертей. Вы это видите. Ну, что-то как-то жестко. Забирает Airfield, пошли пушить на Бичхед. Только один человек подбирает. Да, и ему здесь можно просто сидеть в окопе и даже голову не поднимать. Я бы даже не стрелялся, просто лежал. Почему нет? Хотя даже если его убьют, он успеет отреспаться, пока сюда просто добегут. Ну, то есть... Вообще делает, что хочет. Если еще с горы помогают, то... Просто фрифлаг, лежи, кайфуй, загорай на пляже, бархатный сезон, все дела. Доминика у нас на экранах. Помогает своим тиммейтам пушить вперед. Так, секундочку, я... прочитал неправильно никнейм. Я говорил Шок, а это Шук, оказывается. Прошу прощения. Но у меня из-за этого теперь игра не работает. Еще 209 тикетов нужно зайчикам, чтобы обогнать сейфти в драке за первое место. И это прям, мне кажется, не очень сложно, учтя, где они сейчас и что еще одна карта впереди. Это было нагло, но это даже почти сработало. Коты набирают все-таки преимущество, под своим флагом смогли задефить, выбили всех противников, и есть время как минимум отойти от своего флага и пропушить куда-нибудь еще подальше. Доходят они на полпути к Airfield'у. Сразу же начинаются перестрелки. Шука на пляже хотят нас выбить, но... Тяжело это происходит. Слишком много укрытий, гранаты, трехочковая. Ой, очень близко было. Я уже хотел кричать, что это прям Коби, но это был не он. По крайней мере, в киллах это не отобразилось. Зайцы подбираются все ближе и ближе к своему флагу. Нужно дефить все ближе и ближе позиции. Но, как видим, весь чат снова у нас синий. Много киллов. Доминика получает немножко в бачок. Engine, возможно, будет подымать. Нет, ему также это не дает сделать. Коты набирают ход. Сделали пару фрагов. Эльфдроид все еще SL жив. И у нас по карте не видно никого, чтобы вышел из-под флага. Вот только сейчас там кто-то есть. Если там атакующие. И Котлета довольно вальяжно там бегает, судя по всему, никого нет, и вся перестрелка у нас с вами была на глазах. Кибертрон убивает с гранаты еще Энджина, и вроде бы как все полегли. Котлета, пришедший из-под флага, также получает по щам. Кибертрон поднимает тиммейтов и будут, скорее всего, что-то пушить. Вопрос что? Они знают, что один человек у нас находится на нижнем флаге. Но занимайте его, сами понимаете, в лоу-граунде сидеть толпой, и вас просто забросают гранатами, перестреляют, ничего с этого не будет. И еще главку пойдут заберут. Нужно где-то именно на Airfield идти. А дойти до него не получается. Очень вязкие перестрелки происходят, и очень много занимаются вот поисками. Вот убежал от тебя Эльдроид, и ты выходишь и ищешь. Под флагом бы стоял, он бы сам к тебе пришел.
Хорошая позиция у нас у Котлеты. Он понял, что как бы идти до флага, возможно, не получается, и стоит занять какие-то более сейвовые вещи. И здесь можно как бы из лоу-граундов было бы неплохо настреливать. Ящики бы тогда отсюда никак не защитили, и можно как-то перекрестно, если подпустят к флагу. Но ребята даже не пускают к флагу. Какие-то тут вещи творятся. Пока что, если честно, я не понимаю, какой именно план у котов. Вроде бы терять свой флаг, я понял, какой план у них. И возвращается на деф. Технический фулкап стоит, 3 человека в живых, 2 можно выбить при хорошем тимплее без проблем. Флаг уже поднят, это значит, что надо много времени на то, чтобы вернуть его обратно. Ну и плюс здесь еще пару киллов, пусть и с разменом от Кибертрона, но все заканчивается у нас довольно грустно. Что ж, инфа по нему есть. АТшка мимо, граната хорошо покоцала, и Доминика с Джешки забирает уже. Еще один раунд, один фраг в свою копилку, еще один раунд для своей команды. Что примечательно, напомню, что эта карта, это пик команды Velvet Cats. Ну и примерно 30 тикетов нужно зайцам, чтобы выйти на первое место. И это все они должны на джале заработать. 30 тикетов на джале. Ну, такое. Не очень сложно выглядит. Что ж, начнем прогноз на второй раунд. Зайчики у нас победили в первом. Вторая. Время давать 2 минуты. Все равно там немного людей голосует. Те, кто хочет, тот успеет. И перемещаемся на Великую Джалу. Через одну. Интрига рушится на глазах. Ну, пока да. Если также пойдет и вторая карта, то... Ну, третий раунд вот сейчас нам, собственно, все покажет. Могут ли коты камбэкнуть, воспрянуть духом и на какой-то плюс морали затащить? Показать, что ребята-то вполне сильные, мы знаем о том, что они сильные, мы видели, как они сами ставят такие же фулкапы. Поэтому как бы все возможно. Кумблы-бумблы у нас пока что летают, ребята разминаются, голосуем мы за карту. Один человек кто-то не проголосовал. Не надо так. Каждый голос важен. Это сервер лендинг из BF2142. Забавно, что я играл на карте под названием сервер, но я ее не помню. Возможно, она так и выглядит, но... Будем верить более опытным, как бы, людям в этом плане.
А, кстати, да, я немножко глупенький, у меня тут админка была, я мог так сменить. Несколько минут перерыв. Спасибо за инфу. Так, ну что ж. Пока что полетаем с вами поджали. Риснуться мне не получится, чтобы развлечь вас плохой стрельбой. Поэтому будем смотреть, как это делают другие. Ради этого мы, собственно, и собрались сегодня. Блин, я вот... Little Technics Problem, понял. Но ничего, у всех как бы бывает. Мы идем все равно с опережением расписания. Стандартные игры Battlefield 2 начинаются только через 20 минут, а мы уже одну карту сыграли. Так что, возможно, через 20 минут только начнут подходить люди и спрашивать, ну типа, ну чё, когда начало? А мы тут уже разойдемся к этому времени. Сейчас замена будет вместо Рампага. Моня. Вот это вот серьезно. Я так понимаю, ты сегодня за всех катаешь. Я думаю, это просто награда MVP турнира. Скажем, нужно будет вопрос. В каких командах ты еще не сыграл? Хотя, как бы так звучит не очень хорошо. Можно другую статистику привести. Сыграл 50% команд за один день. Угу. Ой, вы знали, что тут еще помещения есть? Оказывается. Везде коробка, а тут прям балкончик должен был быть. Возможно, они окошко хотели сделать. Бесполезно. Эх, никогда не узнаем. Что ж, ну, про Моню, кто не знает, смотрел я стримчак от первого лица в предыдущей игре. Регает у парня хорошо. Это... Да я не скажу, знаю, усиление, не усиление, в плане, что меняет вместо Рэмпейджа. На Рэмпейдж тоже играл как бы довольно неплохо. Как и по предыдущим играм, был одним из сильнейших игроков в своей команде. И не знаю. Как скажется это в целом на действиях команды, замена сильного игрока, пусть и на сильного игрока. Лайв-ранкинг у нас как бы пока недоступен. Вроде бы тикетов 20-30 нужно еще зайчикам отыграть. Ну а котам давайте включим еще раз табличку, глянем, что на ней. Котам надо очень-очень много, чтобы выбраться. Пока что у них в активе 0, то есть 553 остается. Солнечные зайчики выходят на второе место, пока что по результатам одной карты. Ну и Хэппи спускаются на третье. Вот, как-то так. Что ж, Моня уже у нас на сервере, Рэмпейдж пока что тоже. Возможно, мы просто +1 играем. Минута, как бы, жизни снайпера наджали. А потом ты такой подходишь к краю и первой пулей отлетаешь хедшотом. Это я так всегда играю, это да. И дисконнектор Рэмпейджа. Ну что ж, все на сервере, насколько я понимаю. Нет, у нас опять Моня вылетел где-то.
Enemy activity. Do you copy? Enemy troops. Ну, стрелять-то будешь? Hostiles on the ground. Enemy troops. Мы поняли. Ядрить тут вещи творятся. Поправку на ветер делает. Не пригодилось. Он просто заспотал человека до того, что он как бы сишки заюзал на себя. Да люди сами мрут, ему даже стрелять не надо. Один, второй, третий. Страшные вещи происходят. Кстати, это интересный момент. На этой карте довольно неплохо можно отыгрывать, в том числе и сишками. Но вот фонтан не особо удобен. Но под тот же отель, главку там на крышу куда-то приплейснуть, коридор приплейснуть. Давно просто сишек не видел в игре, я соскучился за ними. Эльф на... ну, крюки, естественно. Залезают не на те крыши. Вот, да, я думаю, как человек и звонил. И сишку положил сюда, и все, ты в безопасности. Но крюки и... Это все абсолютно не работает. Человек-паук. Он же эльф, он же дроид. Много сущностей в одном человеке. Ух, как хочется проголосовать, да. Ничего лично против Дейтена, просто люблю кикать людей. Не то чтобы у меня это когда-то получалось, но... Ладно, не буду, а то еще сейчас опять багану что-нибудь и... Человека за баню зайти не сможет. Рестартить сервак придется, поэтому... Опасно нажимать такие клавиши. Рестарт. За ним еще один. Обратно что-то подшел. Лайвов пока что не вижу. Где мы за американскую сторону, значит, за команда в зайчики. Лайв от эльфа. Ложь от эльфа. И любовь. Все вместе. Большой спектр эмоций испытывает капитан команды зайчиков. Что-то из этого была ложь, что непонятно. Моня пишет лайв. Интересно, кто IGL теперь команды Velvet Cats? И руководить действиями команды. Ну, посмотрим по игре, что у них получится. Ему дали цифры весела еще. Окей. Первые секунды начинаются с того, что дроид и котлета вдвоем бегут у нас... Ага, нет, все совсем не так. У нас один человек просто отреспался фальшстартом, я так понял, и бежит теперь на отель, потому что спринта больше ни на что не хватит. А плюс 3 у нас побежала на маркет. D10, первый фраг, ладно, не первый, но делает с РГДшки. Флаг забирают для себя меки, тут же атака идет на отель, по идее. На всякий случай гренятся у нас ящики, их только сейчас занимают у нас. И хорошо, смотрите, как прокидывают у нас и гранату, и кто
не видел, по-моему, Engine сделал у нас килл из 85. Это медиком, что ли, анлок первый? Я сначала подумал, что снайпером шотнул. Ну и снова у нас чат синий. Пушат маркет. Опасно, опасно сейчас котам, нужно что-то срочно делать, выбивать Доминику, который уже находится под флагом. Под ствол просто в лицо и залетает. Моня отлично реализовывает свой нуптуп. Становится за стационар, просто так пострелять, но никого нету. Но он прикольный, стационары вообще кайф. Но Доминику вот как бы убили, она, судя по всему, едва ли не с отеля успела заново прийти, но она на СЛ на котлете распаковалась еще раз. Выбивание, я так понял, у нас было с джанки кого-то, и, судя по всему, там еще какие-то непонятные телодвижения происходят. Котлета и Доминика времени зря не теряли, заходит у нас просто под флаг маркета, спустили его уже наполовину, здесь 2 человека есть, с подствола под флаг не забирает никого. Тимкиллом вроде бы как у нас котлета кого-то забирает. Или что-то около того. Пока что только он один остается под флагом. И красавчик в упор Сака расстреливает его без проблем. Отбили ребята маркет. Пока что от них проходов нигде не видно. Но видно проходы с отеля. Как видим, сразу же занимают все возможные фланги. И через ящики пошли. И по центру пошли. И даже, возможно, на главку на Москву кого-то отправят. Что ж, будем смотреть за этим. По центру у нас... чего? Крышу занимает где-то? Не вижу. Гранаты летят в проход, а здесь вот только один человек есть, да, перепрыгивают в арку. У них уже под флагом есть один человек, они, судя по всему, об этом еще не знают. По звуку через забор. Хаешка навстречу, хаешка обратно. Это забавно, что игроки друг друга не видят, просто так на звук ориентируясь, обмениваются как и очередями, вполне себе даже в какой-то момент успешными, так и гранатами. Драка под флагом, размены 1 в 1. Моня, в принципе, разобрался, убивая и Доминику хедшотом, и котлету за ним. Этим самым, ну, уже на последних секундах буквально дефает как свой маркет. Интересная позиция вот одного человека здесь, смотрите. Кто-то задумал у нас Engine. Возможно, это как скрытый командир. Видит всю карту, спотает просто все. Так, ну и пока что, на самом деле, ничего особо интересного не происходит. Обе команды, в принципе, хороши в стрельбе, каждая под своим флагом. Но прохода от Зайца у нас все-таки поболее. Доходят они под флага, и здесь разменами 1 в 1. Как-то на крайняк уже теряет свое превосходство. Ну и с разменами 1-1 ребята из команды Violet Cats оставляют маркет в своем плюсе. Только я это говорю, мы видим сразу 3 человек под флагом. Эльф Дроид у нас СЛ на баке стоит и про него, конечно же, знают. РГДшка. И сверху добирает Моня. Отличная работа. Снова Моня минус 3. Ну, счет вы видите, как бы. Нормально идет у человека. Эльф 7-1. И это СЛом. Тоже довольно сильно. Сквад-лидеры обычно либо не удается хорошо пострелять, либо... Ну, из-за того, что ревайва у них нету чаще всего. Там плохая КДшка. Здесь же все мы видим совсем по-другому. Ну что ж, ребята доходят у нас до около арки, занимают как дом с лестницей, так и саму арку. Кто-то вон пошел к ящикам, но вот пока что где-то вот на этой линии у нас все перестрелки происходят. Иногда проходят у нас ребята дальше. Здесь смотрим. Пара человек отреспалась. Почему? Кто-то на споте здесь был, убили, флаг вообще недвижим, поэтому... Видимо, один проход был, вот опять не успел заметить. Коты славятся вот своими проходами, они могут их делать. На том же Вейке, из-за того, что долго было бежать, я это успел зацепить. Но заканчивается по результативности, пока что они примерно так же. Что ж, новая атака была у нас и все еще продолжается на отель. Во, в затылок Доминика Дейтена забирает. Слишком больно было на это смотреть. Человек аж улетел на 20 метров после этого.
И сразу широко, ну, довольно-таки арка, плюс флаги после большого количества минусов. Клемму ставит на Моню на всякий случай. Если мне не показалось. Ну, вот видим, Котлета ворвался и... Или кто это был? Нет, не Котлета. Неважно, ребят ворвались, сделали минуса, поревавились и побежали просто под флаг. Флаг забелили, потеряли джанку. Все-таки кто-то здесь у нас остался. Одного человека мы видим, это у нас... кто-то? Бравый боец Middle East Coalition. Кибертрон это у нас. Ребята сразу поняли, что главку стоит перезабрать обратно, даже если они за это потеряют и маркет, и даже, возможно, будет атака под отель. Главка слишком важна, главка слишком нужна. Аккуратно, не спешат у нас ребята заходить, заходят уже парой, и оба человека отлетают от Кибертрона. Третий, давай сюда третий, четвертый. Ну, Кибертрон разошелся, просто пришел соло, всех убил, флаг поднял. Аптечкой кинул просто по центру флага. На! Джанк-ярд теперь за Velvet Cats-ами. Вау, вот это да. Шук бежит у нас дальше на ретейк Джанки. Также в соло. Думает, а вдруг повезет. Маркет переходит у нас также... Видим котами. Остается отель. Казалось бы, уже все. Ничего не смогут сделать ребята, но перестрелки проигрывают против эмок. И нет, ребята смогли, вытащили. И теперь они, ну по факту, с вот этими вот парочкой киллов, они замыкают ребят у себя на спавне. СЛ у нас находится прямо здесь, на респе. Уже даже половину флага спустили были. Отель очень опасный флаг. Здесь можно слететь буквально за 10 секунд. Даже против соло игрока. Уйдете большими силами, вам ставят фулл кап. Уйдете малыми силами, ничего не заберете. Очень тяжелая ситуация для зайцев. Котлета с приседаниями. Вот такой вот делал и победил своего оппонента. Может продвигаться дальше. Это был как раз таки герой предыдущего момента Кибертрон. Вырубает Моню, втроем с ревайвами заходят ребята под флаг. Нужно забирать им второй флаг для себя. 3 находятся здесь, 2 на дефе. 1 прошел у нас на джанку. На дефе пока что, да тоже решает, если учесть здесь -2, здесь флаг забрали. Значит, здесь особо на отель ничего не угрожает. Решили пойти пушить и джанку. И скорее всего уже будут один человек пушить у нас Москву. Так, что у нас на джанке пока что происходит? Engine залетает во флаг. Да, именно так, убивает Дейтена, бежит дальше, есть ревайв по своему тиммейту, и вдвоем они будут это делать довольно быстро. Что предпримут у нас коты? Теперь ситуация, конечно, такая, при которой им надо растягиваться и дефить сразу много позиций. Ну, такова цена владения многими флагами. Атакуют маркет и, скорее всего, даже забелят его. Большое количество людей здесь на парапете верхнем, у них преимущество за счет этого. Но решают, что нафиг им это преимущество, они просто пойдут в зону действия флага, чтобы оставить его белым. Врывается один человек, а именно Моня, по-моему, сразу же вперед или кто? Нет. Неважно. Один бравый боец ворвался, потом остались в меньшинстве ребята, и их всех забрали. Знают, скорее всего, что есть у нас мечеть, и там же будут все распаковываться. Джанку забрали американцы в свою пользу обратно. И за счет этого, конечно же, теперь они диктуют условия. А счет по тикетам-то, посмотрите, все еще равный. Разрыв в 2 тикета. Вот такие. Джала у нас пошла. Блин, а здесь звук с эхом. У кого-то был такой вообще? Впервые слышу. Ambient. Котлету забирает у нас Бискис.
Сам же подрывается на посмертной гранате. Пейбэк, как говорится, от котлеты. Меки заходят под свою главку, пытаются забрать ее обратно, но флаг у нас все еще американский, поэтому у них здесь есть несколько распаковок. Доминика делает и хедшот, и убивает одного человека с гранаты, тем самым вроде бы как убивают всех. Спот просто куда-нибудь, если чего нету, и решают, что никого нету, и решают свалить отсюда. На джанке у нас уже творится пожар. Меки после того, как не смогли забрать свою главку, отреспались на втором СЛ, который у нас пришел на джанку. Не хотите отдавать нам Москву, заберем у вас вот это вот. 3 человека под флагом, респ гренится. 2 человека у нас на дефе есть. Гранаты под флаг, но ребята уже занимают крышу. В зону действия флагов просто, чтобы подстопить, у нас срывается engine, насколько я понимаю, но и будут выбивать их как-то с крыши. Вот соседей никто не занимает. На разминке это делали, сейчас нет. Все берут медиков. Видим, один человек у нас на маркете из зайчиков, который, возможно, сделает сейчас какую-то грязь вдали от основной перестрелки. Котлета врывается под флаг. Один человек из меков остается только в живых. Это был красавчик, и его также забирают. Флаг в пользу американцев остается, и человек на маркете не смог этого сделать, его там задефили, и плюс есть проход у нас на мечети перед меков. В принципе, если это СЛ, то сейчас произойдет здесь также большая распаковка. Два человека под флагом есть. Шук на дефе. Есть неплохая граната от Шука, можно пропушить под этот килл. Видит своего оппонента. Перестрелка 1 в 1. Ну и решает у нас боец готов уйти отсюда. Мы видим, американцы, смотрите, что делают. Просто по одному человеку на каждом флаге плюс деф джанки. Они тянут время на джанки, потому что ее снимать долго. За это время просто забелить флаги и валить. Вот, им даже не надо их поднимать, пусть остаются белые. Ну, сейчас поднять придется из-за того, что надо мечеть дефать. А так, технически, как бы, фулл кап у нас стоит. И 3 человека из котов живы. Ну, понимаем, что джанку они, скорее всего, себе подгрызут обратно. Хотя флаг-то технически еще доступен для распаковки, для дефа. Есть распаковка SL, что очень важно в данной ситуации. Флаг белый, -1. Один человек под флагом. Фулкап. Нет. Все, никак. Счет был равный до этой секунды. Более того, меки ввели 2 тикета. Но 140-0. Не оставляют и шансов просто ребята своим оппонентам из команды Солнечные Зайчики. Оппонентам из Velvet Cats. Ну и посмотрим за котами финальный раунд. Снова USMC сторона. Так, лайв у нас пишет ребята, а я хочу еще выяснить один всего лишь моментик. Возможно ли... Но походу за один раунд коты даже не поднимаются с 4-й позиции. Даже если 200-0 сейчас выиграют. То есть у нас, походу, в принципе, готова финальная таблица. Но с поздравлениями команд мы
пройдем, скажем так, через раунд. А пока что смотрим, ну, можно назвать это раунд престижа в исполнении команды Velvet Cats. Потому что играют они нынче против чемпионов этого турнира. 2 отель, 3 маркет. В принципе, стандартная распаковка. Давайте не как обычно посмотрим, что происходит на отеле. На отеле просто доминирование сразу же происходит. Американцев вытесняют из-под флага хедшотами. Просто пушит дальше, вперед. Доминика вообще не остановить. Ребята, по-моему, захотели прям по жести это сделать. Остается у нас Бискис с SL находится, ну, в принципе, на хорошей позиции. Здесь можно подавать распаковочек с верхнего парапета и позаниматься чем-то таким. Если ему дадут пройти, посмотрите, что творят ребята. Вот этот промежуток, который на шифте ты пробегаешь за я не знаю сколько, не дает эльф сделать. -3, -4, и дальше идет давить. Наконец-то остановили эльфа у нас. Ненадолго его ревайвнут. Машина включилась. Это не эльф, это дроид. Вот это вот был эльф. Что ж. Американцы вообще забили отель на маркет. Вообще нафиг эти флаги. Го в главку упарываться вчетвером. Одного на деф на джанку кинут или то даже нафига. Эльф на дефе опять дроид включился. -1, -2. Хумбула под флаг. Красавчик, смотрите, красавчик, пошел. Вот это вот оно. То, что мы хотели увидеть как бы с начала матча. Еще вообще выкинуть этот крюк, чтобы понять, где нельзя было по нем. Ну что, Неки заставляет главку за собой. Фулл Капыч. Красавчик. Как бы где-то тут. Но что-то мне подсказывает, что камбэка он не сделает. Ну, все со всей карты просто бегут сюда. Видимо, поняли, в чем тут дело. А вот что дальше? А нет, тратьте тикет. Чтобы залезть. Трехочковая у нас от Шука. Ставит он финальную точку в данном противостоянии. И со счетом 198-0. Зайчики заканчивают. В принципе, как и коты. Выступления, как в данном турнире, в данном матче. Поздравляем ребят с победой. Реально вот за 40 минут мы сыграли обе карты. Это прям очень сильно. Немножко мне грустно за котов, потому что было видно, что первый раунд Джалы ребята могут, они играли на равных и выкручивались из крутых и тяжелых вещей, и даже были близки к фулкапу. У них было 3 флага, они начинали снимать отель. Но потом что-то пошло не так для них, рассредоточились, возможно, или еще что-то. Я не хочу анализировать данный матч в плане... Фулкап это жестко, и анализов здесь... подвергать нечего. Побеждают, как всегда, сильнейшие. Что ж, красного цвета вам в их глаза. Так, а мы... ну что, по традиции, я думаю, поздравив зайчиков, стоит... Возможно, они там автомата в воздух постреляют или еще что-то в этом роде хотят. У нас традиционно уже много-много лет турниры я завершаю... песня Квинов, и думаю, это то, что сейчас имеет смысл. Поздравляем команду Солнечные Зайчики с победой и ловим сейчас страйк на канале. Вот, тем, кто смотрит запись на ютубе, спасибо. Дальше эксклюзивный контент для Твича. Вот. Всем пока.